Бокальчик надо не забыть, друзья. Ну как вы, друзья? Ваше здоровье. Вилли Саньоль остается еще на 4 года в сборной Грузии. Могло ли быть лучше события для того, чтобы начать наш сегодняшний выпуск? А его и не будет, поэтому погнали. Свежий Сакартвелуа, итоги чемпионатов, превью и все последние новости. Я уверен, что вы соскучились, поэтому смотрим. Всем привет! Поздравляю, наконец-таки совсем чуть-чуть нам осталось подождать до матча сборной Грузии. Вновь мы услышим этот гимн, увидим полные трибуны, увидим Вилли Саньоля, который на 4 года продлил контракт со сборной Грузии. Я думаю, это такое, знаете, классное событие, вообще отличное превью к матчам сборной, потому что, представьте, не дай бог сейчас у сборной не получится, повесят всех виновных, обвинят во всех грехах Вилли Саньоля, и вдруг он решит, а может быть мне вообще уйти, или вдруг кто-то на эмоциях его уволит. Ну а теперь такого не будет, я уверен в этом, и мне кажется, очень классный шаг от Грузинской Федерации футбола. И давайте послушаем, что Вилли Саньоль после этого сказал. Написав одну прекрасную главу в истории страны, мы можем написать еще одну, и я хочу стать частью этой истории. Я чувствую себя счастливым в Грузии, еще бы. И у меня не было причин что-то менять. Грузия стала силой в Европе, и теперь нам нужно приложить двойные усилия, чтобы остаться на вершине. Достойные слова, мне кажется, лучше тоста и не выдумать, поэтому давайте за Вилли Саньоля, до дна не буду говорить, но за его здоровье. Ну и такой, знаете, в качестве дополнения бонус от Александра Иашвили, который является президентом Федерации футбола Грузии. Многие команды и клубы хотели подписать Вилли Саньоля. И я очень рад, что он останется в Грузии еще на 4 года. Да, потрясающие новости, я не знаю, что тут еще добавить. А давайте-ка мы пробежимся по статистике Вилли Саньоля, и она действительно завораживает. Вот я не знаю, где вы были, когда Вилли Саньоль только возглавил сборную Грузии, и вообще, что вы ожидали от этой команды? Помните вот этот хороший период Владимира Вайса, а потом как будто бы и не совсем удачный старт Вилли Саньоля, потому что 2021 год, вот в марте он приходит, и все было чертовски плохо. Специально для вас посмотрел. Лишь одна победа, представьте, в первых 9 матчах. Одна победа в 9 играх. Вы сейчас можете такое представить? Мы там ругаемся, да? Как это вот 2 победы, потом 2 поражения. А там была всего одна победа на 9 матчей. Ужасный результат, наверное. И какое же счастье, что никто не сказал, что Саньоль аут. Катастрофа, так сборная Грузии не должна играть. Потому что уже в 2022 году была ситуация совершенно обратная и было лишь одно поражение. То есть можно сказать, что Саньоль экспериментировал. Ну и группа там, надо сказать, была непростая, хоть и товарищеские матчи тоже складывались не совсем удачно. А вот в 2022 году 11 игр без поражений. Вы только представьте, 11 игр. Вот такой был результат у Саньоля, причем 9 матчей было выигранных, что тоже немаловажно. То есть это не какие-то ничейки, там 0-0, 1-1. Ну и вот омрачил этот год товарищеский матч со сборной Марокко, 0-3 проиграли. Ну а общая статистика Саньоля в сборной — это 42 матча, 20 побед, 6 ничьих и 16 поражений. Я вот так вам сходу не скажу, является ли он самым лучшим тренером в истории сборной Грузии, но я уверен, что по крайней мере человек, который вывел команду на чемпионат Европы, он должен таким считаться, потому что, кто еще? Владимир Вайс, может быть, да, но все-таки достижение, победа над Португалией Роналду. И вообще, что сделал со страной Вилли Саньоль, я думаю, что здесь нет никаких сомнений, что он самый лучший. Тем более, кстати, почетный гражданин города Тбилиси. Не Саньолем единым живет человек, есть и другие новости. И вот, в частности, Зорико Давиташвили. Мало того, что он, помните, этот хитрик совершил и вообще 5 мячей забил Сент-Этьену в октябре, так теперь он еще стал лучшим игроком всей Лиги 1. Представляете, Зорико Давиташвили самый крутой игрок в Лиге 1 в октябре. Это же потрясающе. И надо сказать, что вдобавок еще так бонусом он взял титул автора лучшего гола октября, один из мячей в ворота Сент-Этьена, извините, конечно же, в ворота Асера, когда 3-1 выиграли, Давиташвили сделал хитрик, хорошо там пробежал, вот, в принципе, можете посмотреть, вот это гол месяца в Лиге 1, Давиташвили, респект, давай то же самое за сборную, и желательно в каждом матче против Украины, против Чехии, мы ждем.
Новые чемпионы в составе сборной Грузии Лука Гадрани и Георгий Зария, они не примут участие в этом сборе национальной команде. Кстати, о составе мы подробно еще поговорим. Но, тем не менее, вот в составе Алматинского Кайрата эти футболисты стали чемпионами страны. В последнем туре все решилось. Лука Гадрани еще травмирован, и поэтому он не смог принять участие в матче. Хотя тоже интересный очень футболист, записывала с ним интервью, и он вызывался, между прочим, в национальную сборную Грузии. Если вы интервью вдруг не видели, посмотрите, там очень много, в том числе и про Вилли Саньоли, и про его подход. Так вот, Георгий Зария, в отличие от Луки Гадрани, он принял участие в решающем матче, и не просто принял, а забил единственный чемпионский гол с пенальти. Потом была встреча в аэропорту, там я у Луки пытался что-то узнать, но было видно, что чертовски устал. И вечером уже была церемония награждения в городе Алматы, собрались люди, не так много, как я ожидал, но тем не менее все как положено, медали, трофей. И теперь уже на трансфер-маркте у футболистов появилась вот эта чемпионская тонда, как ее называют, и мы можем лишь порадоваться за грузинских игроков, но я надеюсь, что Георгий Зария будет следующим новичком в составе сборной Грузии. Ну и давайте так совместим две рубрики, поговорим про состав сборной Грузии на эти матчи и подведем итог прошедшим выходным. Ну, не знаю, к счастью или к несчастью, но говорить там особо не о чем, потому что не так было много ярких действий. Давайте начнем с состава. И в отличие от предыдущих матчей, которые были у сборной Грузии в октябре, здесь всего 3 изменения. Вилли Саньоль не вызвал в этот раз Сандро Алтунашвили, Шоту Ноникашвили и Георгия Гулиашвили. Вместо них в сборную приехали Ника Квиквискири, Анзор Меквабишвили и Саба Лабжанидзе. Вообще, Саба Лабжанидзе становится таким неким талисманом этой сборной. Вы наверняка помните его знаменитый промах в матче с Чехией. И вот этот первый матч с Чехией, он был в составе сборной, потом как бы пропустил октябрьские игры. И теперь опять игра с Чехией, и опять Саба возвращается. Все-таки, несмотря на то, что он не забил в матче с Чехией на Евро, эта игра стала, как бы, знаете, таким началом пути сборной Грузии в плей-офф. И, не знаю, может быть, в какую-то мистику верит Вилли Саньоль, и поэтому решил вызвать Сабу. Хотя, кстати, возвращаясь к матчам в клубах, Саба очень неплохо себя проявил за игру Атланты и поучаствовал, кстати говоря, в большом событии. Команда Лионеля Месси покинула плей-офф МЛС в первом же раунде, проиграв как раз-таки Атланте, и Саба Лабжанидзе принял в этом не самое последнее участие. Что касается других игроков, вызванных в состав национальной сборной, Ника Квиквискири, вы, может быть, про него уже забыли, а ведь этот человек принес вообще Евро сборной Грузии, его пенальти, тот самый в матче против сборной Греции, стал решающим. И вот, наконец-таки, он возвращается, давненько его не было. Честно говоря, не помню, был ли он на чемпионате Европы, но вот в матчах последних сентября-октября его не было. Наверное, тоже, знаете, в какой-то степени такое знаковое событие, тем более, если вы видели гол Ники в матче чемпионата в Венгрии, там практически с углового, как он закрутил, просто прекрасно, и, может быть, Вилли Саньоль под впечатлением от этого гола его и вызвал. Ну и давайте послушаем еще комментарии Александра Шмурнова на тему состава сборной Грузии и вообще во что играть Вилли Саньолю, а потом я уже добавлю свое мнение на эту тему. Ну, мне кажется, состав принципиально не меняется. Там одного защитника, одного полузащитника поменяв, ничего принципиально не делает Саньоль. Главное, что, на мой взгляд, у этой сборной Грузии потенциал несколько выше, чем та стабильная игра, которая уже поставлена. Что я имею в виду? Мне кажется, трудно советовать тренеру, но мне кажется, что очень многие футболисты нуждаются в каком-то свежем воздухе тактических решений. Но мне приятно видеть Лабжанидзе, все-таки с американским опытом, с очень интересным. А извините, вы, кстати, не знаете, почему его не было? Вот именно не вызвал Саньоль или какие-то травмы у него было в прошлом? Я не могу сказать, почему не было. Мне кажется, просто время не пришло, как-то не обращал особого внимания.
А сейчас понял, что для разнообразия это просто необходимо. Именно для разнообразия я надеюсь, что Саньоль понимает. Сборная Грузии одержала 2 свои победы, ну я не считаю Евро, вот 2 победы на старте Лиги наций, все-таки на эмоциях, от противного, от того, что фаворитами скорее были чехи и албанцы. На том, что сыграли здорово. Но теперь пришло время, когда нужны варианты Б, С, нужна какая-то свежесть в тактике. Опять же, если говорить о составе, Зурико Давиташвили стабильный запасной, но его форма в Сент-Этьене говорит о том, что он может играть из первых минут гораздо более явную роль. При этом Хвича непререкаем, Микаутадзе, успех на Евро тоже во многом поднял его статус. Вроде бы и его никуда не денешь. А куда тогда Давиташвили? Может быть, менять тактику? Может быть, попробовать Хвичу 10-м номером? Может быть, отказаться от чистого нападающего в каком-то матче, в каком-то наоборот структурно использовать двоих. Полузащита. Мы понимаем, насколько прекрасно Китишвили играет за штурм, как Качарашвили вообще лидер, забивший этот гол Албании, и просто тоже умеющий тянуть эти вожжи игры в полузащите, насколько он нужен. Может быть, их опять же использовать как-то иначе. Чеквитадзе очень интересный игрок. Он же заявлен как полузащитник, но, на мой взгляд, у него больше потенциала форварда. И десяткой ли ему играть, где-то ему кого-то подменять. То есть вот все эти структурные вещи, не говоря уже о том, что есть оборона. Мы же понимаем, сборная Грузии это такой вот одуванчик на тонком стебельке с большой шапкой. То есть, обороны есть Мамардашвили, но дальше с обороной вроде бы проблемы. И мы исходим из того, что Грузия будет атаковать, но если на нее надавят, она, скорее всего, так будет ломаться, поддаваться. И страхуя себя от, как кажется, не очень высокого класса защитников, Саньоль положился на схему с 3. Дескать, между игроками поменьше расстояния и меньше риска ошибиться. На самом деле Гурамкаши играет настолько здорово и уверенно, причем именно с 2 центральными у себя в Словане, что почему бы не положиться на него и не попробовать под него поменять схему. Как много места останется впереди, если ты используешь схему 4-3-3, например. 4-2-3-1, которую пока мы не видели. И все это, безусловно, не наше дело советовать тренеру, но все это огромный потенциал сборной Грузии. Потенциал в том, что у каждого игрока, даже у Хвичи, казалось бы, мы знаем его роль, вот мелькают его 2 семерки, или сколько, 1 семерка в сборной, вот они здесь мелькают, и здесь все приковано, и отсюда все. Но нет, и Хвичу можно по-разному использовать, и всех остальных. Спасибо Александру Ивановичу, он тоже следит пристально за сборной Грузии, на своем канале даже отдельная рубрика рассказывает про грузинских футболистов. Что здесь добавить? Знаете, дело даже не в том, что Вилли Саньоль как-то захочет экспериментировать, ему деваться некуда. Вот состав я показал на ваших экранах, кто был вызван, но вот, например, первый матч против сборной Украины. Что мы имеем? Лаша Двали дисквалифицирован, он из-за перебора карточек сыграть не сможет. Это уже значит, что классическая оборона в 3 центральных, вот в том составе, в котором Саньоль играл и на Евро, и в первых матчах Лиги наций, она уже невозможна. Далее у нас, вероятно, мог бы появиться в составе Саба Гагличидзе, одним из 3 центральных. Но у него травма, и он уже в спешном порядке покинул расположение сборной. А это значит, что какие-то новые сочетания неизбежны, и кого выберет Саньоль, действительно очень интересно. И что касается того же Давиташвили, вот на выходных они встречались с Микаутадзе на футбольном поле. Никто не отличился забитыми мячами, хотя у Микаутадзе был шанс, там он так невольно отдал голевую передачу, но в итоге судьи посмотрели, сказали, вот эта вот рука не считается, хотя даже в раздевалке Микаутадзе говорил, что, ребят, вы что, я же не рукой играл, почему вы отменили? Но тем не менее, Лион в итоге выиграл 1-0, дерби было красивое, и я думаю, что, в общем-то, и Давиташвили, и Микаутадзе должны приехать в таком бодром расположении духа в сборную. Кстати, сборная уже начала свои тренировки, вот несколько дней тренируются, настроение прекрасное, вот Саньоля продлили, погода отличная. И тем более первый матч на родине в Грузии. Но, кстати, первый матч будет в Батуми, где давно не играли. Я вот даже не знаю, как там сыграет команда, но поддержка определенно будет.
И я надеюсь, что у меня получится на эту игру попасть. Все-таки через всяческих барыг я билеты достал. Поэтому, если вы тоже будете на матче, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео. Может быть, мы с вами где-то встретимся. Я всегда рад пообщаться о предстоящей игре. Что касается лидеров сборной Грузии, вы помните, как без Кочарашвили команда играла, наверное, в какой-то степени блекла против Албании дома, потому что тактика полностью поменялась, и вот как будто бы футболисты не знали, как им правильно на поле располагаться, куда двигаться. Так вот, Кочарашвили, он вообще сейчас 2 матча пропускал, как и Мамардашвили. Причина — наводнения, вообще страшный катаклизм в Валенсии. Вы знаете, все матчи были отменены. Траурные мероприятия были не только в Испании, но и на матчах Еврокубков. И вот, такое, знаете, горе, конечно, но тем не менее передышку дало это футболистам сборной Грузии. И, например, Георгий Кочарашвили, он очень так с пользой провел время в кругу родных и даже успел приготовить чурчхелу. Вероятно, готовится уже к зимнему сезону в Испании, где чурчхелу, я думаю, достать не так просто. Поэтому мне кажется, что вот это должно его дополнительно мотивировать. Я не сомневаюсь, что он профессионал, и с точки зрения физики, конечно, вопросов к нему точно не будет. Любопытно, что Владимир Вайс вновь дает отдохнуть Уграму Каши. Не самый удачный матч в Лиге чемпионов для команды. 1-4 проиграли Загребу. Там Каши сыграл 90 минут, а вот в чемпионате всего 20 минут, вышел на замену, хотя является капитаном команды. Но, тем не менее, Слован вновь выиграл. И у Гурама, может быть, не самая лучшая игра, но, в принципе, если так на дистанции смотреть, то сомнений в его готовности и в его блестящей физической форме, я думаю, что не должно быть. После унизительного поражения от Аталанты на своем поле у Хвичи и Наполи был непростой выезд в Милан в матче против Интера. Не все складывалось гладко, но тем не менее Наполи первый забил. Хвича провел вообще свой лучший матч за последний месяц. Наверное, стоит за него порадоваться. И все-таки хочется верить, что он вот в этой блестящей форме сейчас доедет до сборной и будет тем, кто тащит команду. Хотя вот, кстати, с Александром Ивановичем мы обсуждали, что сейчас сборная Грузии — это не просто команда Хвичи и других футболистов, а это полноценная сборная. И, в принципе, тут и Чиквитадзе, и Кочарашвили, они могут инициативу взять на себя в любой момент. Этот коротенький обзор международных матчей закончить хотелось бы 2 игроками атаки. Буду Зевзевадзе опять забил, никак он не угомонится, забивает постоянно, является одним из лучших бомбардиров второй Бундеслиги, в Карлсруэ тоже, вне всяких сомнений. Команду иногда так, знаете, штормит немного, но, тем не менее, буду в блестящей форме. Вот пока не получается это на сборную перенести, может быть, какие-то эксперименты мы увидим от Вилли Саньоля, и кто знает, может быть, буду Зевзевадзе сыграет в них тоже немаловажную роль. А Георгий Чиквитадзе, его продолжают хвалить, он продолжает тащить Уотфорд. Уотфорд опять побеждает 1-0, сейчас 6-е место в таблице. А вот что про Георгия говорят главный тренер его команды и одноклубники. Том Клеверли, это главный тренер, он говорит, что Георгий должен добавить голы к своей статистике, и без сомнений он станет футболистом мирового класса. Не знаю, что он вкладывает под это понятие, неужели все в голах измеряется. Вот Родри получил золотой мяч, а сколько он голов забил? Хотя, конечно, позиции разные, у него и у Чиквитадзе, но, тем не менее, вот хотелось бы немного так поспорить с главным тренером Уотфорда. Что говорит вратарь Уотфорда Даниэл Бахман? Я говорю своему сыну, чтобы он почаще смотрел видео с участием Чиквитадзе. Его техника работы с мячом просто феноменальна. Да, я полностью согласен. Вот эти вот моменты в матче против сборной Украины, вот эти забегания, когда там игроки вешались на Чиквитадзе, это просто что-то потрясающее. И вот, знаете, хочется увидеть это живьем. У меня вот билет вроде бы на 2-й ярус в Батуми, но я надеюсь, что получится разглядеть вот эти финты, технику и вообще насладиться игрой Чиквитадзе. Пусть даже там и результат не будет самым главным, хотя, конечно же, победы тоже хотелось бы. Что же, на этом все. Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся после игры молодежной сборной Грузии. Давайте так, если там будет что-то яркое, если команда победит, я прямо вот по-свежему, по-горячему запишу выпуск. И перед игрой Грузия-Украина, которая пройдет в Батуми, мы с вами еще увидимся. А если нет, тогда объединим 2 выпуска Грузия-Украина и молодежка, подведем итоги. Очень хочется вам показать свой путь, как я буду добираться до Грузии,
как я буду добираться до матча, потому что прилетаю я в день игры в Кутаиси, где-то часов в 12-13 по местному времени, и пулей просто мчу в Батуми, чтобы не опоздать на стадион. Вроде бы, казалось бы, проблем быть не должно быть, но кто знает. Поэтому увлекательный влог с матча сборной Грузии обязательно смотрите, ставьте лайки, а лучше 2, отправляйте друзьям, делитесь, комментируйте, да и пусть наконец сборная Грузии победит. Ну сколько можно нам сидеть с пустыми бокалами? Давайте победу мы эту отметим. Ну а потом матч против Чехии, и это мы уже посмотрим в центре Тбилиси вместе с толпой, с народом. Я думаю, что будет классное время, поэтому я в предвкушении. Жду от вас лайков. До новых встреч. Сакар твело,